Привет, друзья! В этом видео вы узнаете, как убить первого босса каменных стражей в подземелье Магушан в обычном режиме сложности. Приятного просмотра! Для 25-ки понадобится 3 танка, для десятки 2. В режиме на 10 игроков будет доступно только 3 из 4 боссов рандомно. В 25-ке будут доступны сразу 4 босса. Суть боя с боссом заключается в том, чтобы всегда держать рядом 2 босса. Они будут копить энергию ускоренно для превращения рейда в камень, а остальных боссов отдельно друг от друга на дистанции 12 метров. Они энергию копить не будут. Каждый босс имеет свою спецспособность и 2 общих на всех. Бой с боссом напоминает из первой фазы катаклизма защитную систему Омнатрон. Каждый страж имеет полоску энергии, при заполнении которой он нанесет 250 тысяч урона по рейду. И вторая. Босс время от времени будет пытаться превратить всех игроков в камень, что приведет к авейду босса, то есть к вайпу. Внизу экрана есть полоска, при заполнении которой все превратятся в камень. Когда один из стражей начинает применять превращение в камень, все игроки получают снижение урона от способности этого стража на 90%. Даем накопить боссу 100 энергии и сдать АОЕшку по рейду. В итоге полоска стана пропадет. Как дать боссу накопить энергию? Если на дистанции менее 12 метров друг от друга поставить 2 босса, они вдвоем будут копить энергию. Босс, который стоит отдельно, энергию не копит вообще. В итоге на мейн-танке всегда должно быть 2 босса. Один с самым большим показателем энергии и второй с самым маленьким. На офф-танке стоит 3-й босс для десятки. В 25-ке, напомню, у вас 3 танка. Как итог. Пулите босса, держите вдвоем 2 боссов, 3-го отвели в сторону. Как на двоих настакалось около 30 энергии, мейн-танк забирает босса с офф-танка, а офф-танк берет одного босса с энергией. Мейн-танк должен забрать с офф-танка босса тогда, когда он становится активным и готов вас превратить в камень, то есть при появлении по центру полоски. Теперь разберемся со способностями у каждого из боссов. Аметистовый страж кидает на полу фиолетовые лужи, из них мы просто выходим. Кобальтовый страж кидает на пол осколки, вокруг пунктиром выделена область, зайдя в которую эти осколки подорвутся, нанесут вам урон, а также приморозят. Нужно заходить под сейвами и так чистить комнату. А также диспелить дебаф, который кидается при заморозке. Нефритовый страж наносит АОЕ урон по рейду, бросает осколки нефрита во все стороны. Мы просто прохиливаем этот АОЕ урон по рейду. Яшмовый страж кидает на 2 рандомных игроков яшмовые цепи. Вы должны максимально быстро сбежаться. Сбегается РДДшник к Милику и ни в коем случае не наоборот. Урон от цепи тикает каждую секунду, увеличивая урон от цепи на 15%, если цели находятся далеко друг от друга, то есть на расстоянии более 10 метров. Как только на вас повесятся цепи, повесится и дебаф от них, который при 15-кратном суммировании разрывает ваши цепи. Разбегаемся при активации яшмового стража и рвем цепи. До этого мы всегда бегаем вместе, держась за ручки. В целом бой выглядит так. Первый танк держит 2 босса на себе и копит энергию. При необходимости второй танк забирает с него одного из боссов. Рейд уворачивается от луж на полу, и игроки, связанные с цепью, сбегаются и рвут цепи при активации яшмового стража. У боссов общее хп, поэтому мультидотаем и АОЕшим. Делитесь своим мнением в комментариях по поводу сложности этого босса и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.